Я вот одного понять не могу. Для чего Господь позволил людям изобрести мясорубку? Наверное, ее немец какой-нибудь изобрел, несмотря на любовь к колбасе. Немец, перец, колбаса. Или нет? Наверное, англичанин, человек, привыкший питаться абы чем и довольно невкусно. А вообще, все равно кто. Я его имени даже знать не желаю. Мало ли кто что выдумает. Но страшнее мясорубки то, что с ней вытворяют домохозяйки. Вот скажите, видали вы людей, которые мелко крошат телячью вырезку, а затем выдавливают из нее все соки в этой мясорубке соковыжималки? На выходе мясной сок отдельно, мясные волокна отдельно и кулинары, которые восхищаются сухими котлетами. Но это еще что? Я даже без интернета вживую встречал людей, которые засовывают в эту самую мясорубку печень. Вот эту нежнейшую субстанцию. Да ее же вот 5 минут буквально над углями подержи, и любой младенец, радостно дрыгая ножками, своими розовыми беззубыми деснами съест. Так для чего ее измельчать? Ради чего? С нее же вот только пленочку сними, желчные протоки удали, порежь средними кусочками и поверх обжаренного лука. Да-да, поверх, потому что даже лук жарится дольше, чем готовится печень. Вот я мимо хорошей свежей печени не пройти, не проехать просто никак не могу. Если печень блестит, если она вся ровного, красивого цвета, ну как можно отказаться от ее незамедлительной покупки? Телячья, говяжья, баранья, свиная, прости Аллах, куриная. Да бери любую, присыпь ее солью, присыпь черным перцем и непременно сверху мелко порезанной кинзы. О, вы бы знали, какое это чудесное сочетание. Печень, черный перец и кинза. Теперь самое главное не переготовить. Вот полкило печени готовится 10 минут от силы. На маленьком огне, под крышкой. И только самые бессердечные люди, ну те вот, которые перец остренький не любят, могут готовить печень дольше. Ха! 10 минут, говоришь? Я еще не видел ни одного маломальски пристойного повара, который готовит по секундомерам и весам. Одним словом, вот успеете нарезать болгарский перец, успеете порезать на дольки десяток помидорок черри, вот за это время печень и приготовится. Болгарский перец я не для того отправляю к печени, что его сырым съесть нельзя, а для того, чтобы он придал свой запах, для того, чтобы он сделал картинку красивую, для того, чтобы блюдо, да какое там блюдо, ну вот эта горячая закуска, получилась не уныло-однородной, а разнообразной и яркой. Что по цветам, что по вкусам, что по консистенции. Самый лучший подарок – тот, который приносит радость и удовольствие, особенно если речь идет о мужских удовольствиях. Самый лучший подарок – тот, который приносит пользу. Например, кому не хотелось бы наконец-то разобраться в приготовлении мяса? Самый лучший подарок – это то, что принесет хорошее настроение в погожий, солнечный день. Самый лучший подарок – тот, что способен научить чему-то полезному и вкусному, ведь казан на кухне, как рояль в оркестре. Самый лучший подарок – это расширение кругозора. А вы думали, что плов – это блюдо с единственно верным рецептом? А не пора ли покорить все вершины великого блюда? Самый лучший подарок – тот, что может сделать человека счастливым. Ничто не укрепляет семью так, как вкусное и доброе застолье. Отличный подарок – это книга с новыми рецептами
из хорошо знакомых продуктов, к тому же приглашающая в очень вкусное путешествие в мир Востока. Самый лучший подарок, когда все самые любимые и популярные рецепты собраны в одном месте, где текст превращается в видео, а картинки оживают. Полюбуйтесь, какой красавчик. Самый лучший, самый ценный подарок – это дружба между братскими народами. Теперь вы совершенно точно можете сказать, что с татарами вы уже давно пуд соли съели. Моя самая новая и самая любимая книга рассказывает о земле и раскрывает всю душу татар. Эти книги теперь можно купить любым удобным для вас способом. С автографом в моем личном интернет-магазине, либо с быстрой доставкой через Озон, либо с большими скидками и кэшбэком в мегамаркете. Ссылки в описании к ролику, а также в верхнем комментарии. Продукты иногда меня восхищают. Смотрите, какие помидорки. Как елочные игрушки. На этот помидорчик щепотку соли, либо капельку оливкового масла, уксуса бальзамического, и можно есть. Это уже шедевр сам по себе. Но нам необходимо получить сок из этого шедевра. А для этого помидорки режем на 4 части. Я забыл вам сказать, что пока печень томилась под крышкой, огонь под кастрюлей был минимальным. Это правило. Если под крышкой, значит минимальный огонь. А вот теперь необходимо посолить. И раз мы дальше готовим все без крышки, прибавляем огонь так, чтобы кастрюля зашипела, зашкварчала, и перемешиваем. Ну, я вас прошу, перемешивайте аккуратнее, не ломайте продукты, не давите их, не уподобляйтесь башибузукам. Вы же все интеллигентные, добрые люди. Так относитесь к продуктам с добротой, с интеллигентностью, как художники. Вот теперь снова убавили огонь. И еще, от силы 2 минуты. Ровно столько, сколько необходимо, чтобы принести большое, красивое, фарфоровое блюдо. Послушайте, а может кто-то из вас обиделся на меня за то, что я поругал мясорубки, блендеры и прочие кухонные комбайны, да еще и печень запретил в них совать? Ну ладно, включайте телевизор и на следующей неделе я покажу вам, как готовить из этой самой печени паштет. Да еще какой паштет! Вот эти все, что в баночках консервных продаются в магазинах, они же все будут нервно курить, вздрагивать и вскрикивать по ночам, потому что мы с вами за 5 копеек из куриной печени, лука и морковки приготовим такой паштет, о котором дети и внуки вспоминать будут.